Мой дедушка в прошлом был моряком, и я буквально вырос на его историях о работе на торговых суднах и мореплавании. И вот мы решили сделать корабль на память о прошлом. Перескажем несколько историй, а в конце посмотрим на реакцию дедушки. Приятного просмотра! А корабль мы сделаем необычный, а стилизованный под старинный боевой корабль из очень старых утюгов. Принцип таких утюгов был очень простой. Внутрь засыпали раскаленные угли, дно нагревалось и таким образом гладили вещи. Но на деле это очень длительный процесс, а из-за большого веса утюга было невозможно гладить деликатную одежду. Смазываем все элементы и разбираем на части. И пока мы делаем раствор для снятия ржавчины из лимонной кислоты и перекиси водорода, расскажу одну забавную историю от лица дедушки. Как-то раз нам нужно было забрать рыбу в консервных банках на тунцовой базе в Индийском океане. Эти люди специализировались на ловле тунца, используя многокилометровые сети с множеством крючков, и как раз поделились такими сетями с нами, чтобы мы могли свесить их с кормы корабля и ловить для себя рыбу. Заядлые любители как рыбалки, так и самой рыбы остались довольны. Но в один день в наши сети попала маленькая акула. Несмотря на ее размер, это была очень агрессивная особь, что даже пришлось привязать ее хвост, чтобы хоть как-то подойти и сделать фотографии. Естественно, ее отпустили, но эмоции и память остались на долгие года. Берем глубокую емкость и кладем утюги так, чтобы можно было равномерно залить раствором. Заливаем еще раз раствором и доливаем горячей воды, чтобы полностью покрыть железо. Спустя сутки в таком растворе вода очень сильно помутнела, а на ее поверхности образовалась какая-то пленка. Достаем утюги, и теперь нужно просто смыть ту ржавчину, которая отслоилась. И теперь от нее остался лишь рыжий цвет. Но для сварки между собой мешают эти две планки. Болгаркой выравниваем. И получаем результат. А вот эти ручки тоже нужно отрезать. И вот таким образом складываются первые очертания будущего корабля. Также нам понадобятся 3 трубки одинакового размера. Все же от зеленого цвета нужно избавиться. Давайте же намажем смывку старой краски и оставим так на 1 час. Она отслоилась, и теперь ее можно снимать буквально руками. Это будут дымовые трубы, а также трубы для вентиляционных заборников. Это такие трубы, смотрящие вперед и назад, если кто не знал. Возвращаясь к историям, то у меня есть одна любимая. И каждый раз ее вспоминая, даже немного завидую. Дальше от лица дедушки. Была у нас остановка в столице Кубы, Гаване, где-то около недели. Гулять в город уходили днем, а вечером все по каютам на корабль. И вот одним из вечеров мы с друзьями стояли на палубе, как вдруг откуда-то донесся волшебный кофейный запах. Сойдя с корабля, мы направились в сторону, следуя запаху. И он привел нас к старенькому дедушке, местному охраннику, который, собственно, и варил кофе. И он любезно предложил нам по чашечке напитка, сваренного в старой алюминиевой турке. Я, как любитель кофе, не смог отказаться.
Последний этап – покраска в черный цвет с добавлением пятен коричневого для создания эффекта старины. И последний штрих – вкрапление разного цвета. И после высыхания ставим на подставку. Наконец, приглашаем дедушку посмотреть, что же мы здесь смастерили. Ух ты! Ух ты! Из чего же он сделан? Не знаю. З утюга. Звук утюга. Якби ви ще поставили ще одну трубу, був би точно Титанік. Что ж, если вам понравилось, как и дедушке, не забудьте поставить лайк.